Доброе утро, девочки и мальчики. Сегодня уже кофе выпила. Это чтоб вы видели. Мука у меня уже практически всегда на столе. Массимо уже тоже где-то там стрижет. Слышу его шум. Ну а я где? Я на кухне. На своей любимой кухне. Так, хотела ж выйти, посмотреть. Мука на столе, потому что так сюда свет меня ослепляет. Делаю опять хлебушек, буду делать. Закваску. Вчера еще я ее замешала и поставила отдыхать, пузыриться. Все нормально. Ну что, сегодня у нас погода вот такая прекрасная. Сейчас мы с вами пойдем смотреть погоду, девочки. Собачки вовсю активные на улице. Открываем наши решетки. Потом москитную. Ой, какая я красивая, когда свет хорошо падает. Ну, прям очень. И какая я становлюсь в тенечке просто. Во, слышите шум? Так, сейчас я переверну камеру. А это, чтобы вы видели, после вчерашнего ветра. Сейчас буду поднимать. Ну, а это Массимо. Чао, Массимо. Весь в работе, весь в работе. О, видите, как она уже выросла, трава, смотрите. Да, сегодня ему больше работы. Дожди же были, поэтому он никак не мог подстричь вовремя. Пока пересадила вот этот цветочек, который пророс у меня вот так от листочка. Видите, вот это большой листочек был. Единственное, что я смогла спасти от этого сорта, вот такой остренький листочек у него, видите, вот острый, заостренный. Вот этих я спасаю. Маленький такой горшочек посадила, он вот с мою руку почти. И пока спасаю это. Сейчас пересажу, уже пользуясь случаем, еще и другой.
Все, девочки, смотрите. Пришлось мне детеныша посадить сюда, а старенькую посадить обратно сюда, так как я пообрезала корни очень сильно. И, ну, они были, видели, да, там прям целое гнездо из этих корней получилось, поэтому я его пообрезала. С этими я не знаю, что еще делать. Не знаю, пусть себе пока стоят. Те, что еще. Вот эти тоже надо вот так. Смотрите, видите, как я обрезаю, чтобы была форма. Визуально делаю кружочек, а там как растет, так и растет. Все, эти убираем. Эти я тоже пообрезала. Так, вот этот огромный надо спустить вниз. Сказала уже Массимо, он сказал, с братом придет и оттащит его. Самый здоровенный. Все. Тут надо подмести еще. И пойду сейчас обрежу еще вон те. Вот эти. Так. Я на зиму их всегда обрезаю. Ну, потому что это потом будет расти бесконечно. Я их даже уже сейчас второй раз обрезаю. Простите. Я их даже уже второй раз обрезаю, потому что они растут очень быстро. Вот это все заплетается, путается. А так к весне они у меня опять, видите, как вот заплелся прям вокруг этой штучки, вешалки. Вот так прям. Да, беспощадно, да, но ну что делать? Я же не могу утонуть вся в этой зелени. Ой, еще жуки, пауки. Вот мерзкий такой, господи. Сейчас я вам его покажу. Вон, видите, он такой же цвет приобретает, как цветок. И его практически не видно. Ой, вот он такой вот, ну, противный. Мне прям противно. Вот. И выкидываю его. Вот, еще один. Смотрите, это вот они с цветов сейчас у меня вылезают. Боже мой. Буду сейчас выкидывать на улицу. Все, кто внизу стрижет, кто наверху стрижет. Подстригла я свои цветы. Вы не представляете, эти жуки, сколько их сидит на них. Ну, штук 5, наверное, от них улетело. Сейчас я вот это все должна просто собрать, подвести. Ну и, может, промою здесь. Мои вот эти тоже уже. Вот, я их поставила сюда. Один вот такой я занесла вовнутрь. Попозже и этот занесу. Мне надо ему подобрать кашпо нормальное. Так, и шлепочки мои тоже постриглись. Потому что, когда была наклонена вниз, обнаружила, что вот крайние вот эти штучки треснули, да, я их потянула, ну и они отвалились. Так что и шлепочки постригли. А эти жуки, ну, у меня аж вот я не брезгливая, но от них я не могу. Я просто, у меня волосы дыбом, и вот мурашки, я не могу, вот. Это тоже, да, вот. Только он, наверное, живой. Смотрите, противный какой. Ой, боже мой. Сейчас вымету его на улицу тоже. Деревья, чтобы вы понимали, да? Они уже вот, ну так и будет. Ой, богатство тут никак не придет от этих денежных деревьев.
богатство. Уже деревья стали огромными, богатство все идет. Ну что, закончила я огородничать. Полы мыть не буду, так как уже тучки тоже набегают. Солнце светит, с одной стороны светит, с другой стороны, смотрите, вот это там море. Со стороны моря идут тучи, значит будет ливень. А у нас пока на этой стороне вот такое солнышко. Сейчас я вам покажу. Здесь у нас вот такое солнышко. Прибралась я. Слегка пересадила то, что хотела пересадить. И поставила их. Сейчас я вам покажу поближе. Да, вот так я их вместе прям приткнула друг к другу, чтобы ветер, видите, опять ветер поднимается. Ну, я же говорю, с моря идут тучи черные. Чтоб не перевернулись, чтоб один другой держал. Ну, вот этот что-то мне прям совсем. Бананчик мой растет. Вышел банан тоже, но вот очень я боюсь, что они все-таки перевернутся. Придвину к тумбочке, наверное. Может, так будет надежнее держаться. А то он же, видите, какой ветвистый, и прям эти ветки все болтаются. Ну, вот так вот вместе, рядом, те рядом. Ну, те огромные, если сильный ветер, они и так переворачиваются, что мы их потом с Масей вместе поднимаем. Ну, что делать? Будем надеяться, что все обойдется. Массимо уже закончил, не шумит, сейчас поднимется. Пойду быстренько ему делать обед, так как он уходит сегодня на работу. Да, эти тоже я вот так выстригла, все, и пристегнула опять к балкону, чтобы они что-то не улетели. Вот так. Пока пусть стоят, потом на зиму, ну, похолодает, когда я их занесу на тот балкон, там больше места спрятаться, как бы в укрытии, и будут там зимовать. Этот я тоже уже весь пообломала, пообстригла. И уже опять, смотрите, вот эти длинненькие уже пошли новые отростки. Они прям вот недавно, вот на той неделе я их пообстригла. Ну а для Массимо у нас вот такой сегодня обед будет. Это рагу с фаршем и немножко овощей, которые я, как всегда, тритарила, то есть натерла, растерла. И это у меня было заморожено. Я готовлю также вот в таких пропорциях. Маленькие баночки и убираю в морозилку. Вчера вечером достала, я говорю, завтра будем есть рагу. Для этого я это все сейчас размороженное уже, так вам видно, вот в эту кастрюльку вываливаем. Там у меня остаток немного соуса, который я слила вот в отдельную баночку. Сейчас я закрою это и уберу в холодильник. Томатный соус, который я приготовила вчера. Вот, уже вода кипит. Сейчас, нет, закипает. И к этому соусу у меня будут вот такие макароны. Готовить надо их 11 минут, значит буду делать 10 ал денте. Я люблю ал денте, но Массимо любит хорошо готовые, такие хорошо вареные, мягкие. Но разваренные он тоже не любит. Поэтому буду делать их 10 минут. И сейчас уже надо закидывать. Закидываем макароны. Алекса, 10 минут. Так, Алексу свою уже заняла, чтобы она проверяла время. Через 10 минут, чтобы мне сказала. Так, ну и сейчас помешаю.
Помешаю. Можно было все залить сразу в эту кастрюлю, но так как у меня соус был в этой, я там чуть-чуть оставила. Ну и размешать с этим рагу, чтобы он стал более такой красненький, насыщенный. Так, ой, давайте слегка его подогрею. И если мне будет надо, я еще добавлю соус, потому что Массимо не любит сильно много соуса, и поэтому приходится тоже как-то под него подстраиваться. Так, прикрою так. И все, это варим. Он уже, наверное, закончил там, сейчас уже подойдет. Быстро сейчас в ванну и на работу, обедать и на работу. Из-за того, что он уходит рано, я тоже с ним рано обедаю. Ну, как-то мне разгорается тоже аппетит, когда он ест. Я все это ему готовлю. Поэтому сейчас я тоже с ним пообедаю. Massimo, sei tornato. Buongiorno. Buongiorno, ha lavorato troppo Massimo, bravo. Tutto ho fatto. Hai fatto tutto, sì, sì, ho visto. Mi voglio fare una doccia. Vai, che ti sto cucinando, vai, vai. Ok. Ciao! Все, смотрите, сварились макарошки. Ну и... Да, для него, конечно, это будет слишком мокро. Ну, ничего страшного. Он не любит вот такое большое количество соуса. Ну, чтобы макароны плавали, скажем. Но они же не плавают, они просто насыщенные. Посмотрите, какое рагу. Там есть и морковочка, которую он не любит. Все, и готово. Вот так вот, пока он сейчас быстренько там приведет себя в порядок. И будет на столе обед. И обильно посыпаем сыром. И все. И обед Массимо готов. Это он сам себе сыпет сыр. Вот такой вкусненький, красивенький обед у него. И мои чабаты здесь рядом. Уже заканчиваются. Надо ж снова делать хлеб. Все, дорогие мои друзья. Кто за столом, всем приятного аппетита, хороших всем выходных и до новых встреч. Пока-пока.